Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Энергетический крах Европы. Миллер указал на падение промышленности в Европе до минимума за последние 10 лет без российского топлива. Он отметил, что можно назвать энергетическое самоубийство Европы, что экономический локомотив превратился в больного человека Европы. В это же время Россия преодолела локальное дно экспорта и добычи газа, сообщает портал Infotech. Как это возможно, если мы потеряли европейское направление экспорта? Центральные магистрали разрушены или не используются, а продукты газохимии в Европе притесняются. Александр, что происходит с ценами на газ, нашими поставками и, собственно, Газпромом, который вот продавал этот газ в Европу? Да, здесь прошел питерский газовый форум, международный, кстати. И его международный статус поддерживали не только наши друзья с постсоветского пространства, там были и... Мы как-то с Борисом тут отдельный ролик на эту тему записывали, но как бы если предельно кратко, то там были представители Латинской Америки, Азии, Европы, ну, то есть Африки, разумеется. То есть все, пожалуй, кроме Северной Америки, там присутствовали. Из Европы там был упоминавшийся нами неоднократно Петер Сиярте, ну, из таких крупных величин. Вот. И, соответственно, это было не локальное мероприятие, чисто, знаете, там «Газпром» собрался тесным кружочком, рассказал о том, как Европе плохо. Там выступал и сам вот глава МИДа Венгрии, который, по сути, подтвердил данное мнение о том, что, ребят, наша конкурентоспособность, ну просто вот если говорить про Евросоюз, то мы старый фундамент из-под себя вытащили, фундамент, заключавшийся в том числе в энергопоставках из России, а нового фундамента нет. Все зыбко, трепетно и перспективы нерадужные. То есть, по сути, Миллер проговорил вещь довольно очевидную. У европейской промышленности есть проблемы. Притом, главная проблема заключается в следующем, точнее как, чисто статистическая главная проблема заключается в том, что если мы посмотрим на данные Евростата, о которых мы постоянно здесь говорим, дорогие друзья, и я надеюсь, что ловкий монтажер опять прилепит вот замечательные графики, которые не мы придумываем, а вот Евростат у себя публикует. Так вот, если мы посмотрим на графики промышленного производства в Европе за последние так, лет 20 хотя бы, мы увидим очень интересную штуку, что в качестве эталонного года Евростат выбрал 21 год и сравнивает с ним все показатели. Ну, то есть 100% это 21 год, а дальше какие-то скачки вверх, вниз, ну, соответственно, там 102%, 98% и так далее. То мы, глядя вот на этот график, не сможем не заметить одну неприятную штуку, заключающуюся в том, что а, по большому счету, европейская промышленность, ну вот исходя из этого индекса промышленного производства, не развивается с 2008 года, что пик, по сути, был достигнут в свое время в 2008 году, после чего было падение в ходе кризиса, потом был подъем, потом периодически этот показатель выходил за пределы, ну, если бы 2008 год приняли бы за 100%, он бы превышал эти 100%, но потом он опускался ниже, а потом опять превышал, опять опускался бы ниже. Ну, то есть, по большому счету, развития не происходит. А последние годы, да, идет сокращение этого показателя. И, опять же, это не надо воспринимать как «Ой, у них промышленность рухнула, ее больше нет. Там бегают толпы озверевших людей, как в «Безумном Максе». Нет, ну, нет, разумеется. Речь о том, что показатель, один из важнейших показателей, показатель, вот этот самый индекс промышленного производства, демонстрирует отсутствие развития. Сокращение там на проценты, не на десятки процентов, на проценты. Но это та ситуация, когда отсутствие роста – это уже проблема. А даже небольшое снижение – это признак большого кризиса. Возвращаясь чуть-чуть назад, к Миллеру, к прочим, здесь можно посмотреть еще и на потребление газа.
Если мы посмотрим на объемы потребления газа в Европейском Союзе, мы увидим интересную картину, которая будет выглядеть примерно так. До до 2007-2008 годов потребление росло, потом кризис потребления упало, оно начало восстанавливаться, и был рост где-то до 2010-2011 годов включительно, и потом опять было падение, после чего началось опять восстановление, которое было прервано в конце 21-го, начале 22-го годов, и вот сейчас падение продолжается. То есть такая вот знаете, не очень последовательная синусоида вот такая вот у нас выходит. А почему было падение в середине десятых годов? И можно ли объяснить текущие события теми же, а, теми же причинами, которые приводили к падению спроса в середине десятых? Тем более, что после середины десятых начался рост, началось восстановление. Ну, может, и сейчас так будет. Может быть, сейчас так будет, но проблема в том, что сокращение спроса на газ в Европе в первой половине десятых годов и до середины десятых годов происходило за счет электроэнергетической составляющей. А сейчас электроэнергетическая составляющая является, ну, пожалуй, основным локомотивом спроса на газ, периодически даже превышая показатели докризисные. И в первой половине десятых годов и население, и промышленность продолжали потреблять примерно на прежнем уровне. Более того, у некоторых из этих сегментов показатели росли. А сейчас, как, в общем-то, уже, думаю, стало ясно, наоборот. У электроэнергетики пусть не рост, но более или менее они сохраняют свои позиции. А вот промышленность и население потребление сокращают. Притом, если у населения очень сильно постаравшись, можно часть сокращения спроса объяснить погодными факторами. Ну, тепло на улице. Что вы будете газ сжечь? Бессмыслица. Ну вот часть можно так объяснить. То у промышленности такого объяснения быть не может. Если промышленность сокращает спрос на газ, значит у промышленности проблемы. И это совпадает с показателями индекса промышленного производства. То есть сокращение спроса на газ в промышленном сегменте имеет четкую взаимосвязь, прямую взаимосвязь, не просто корреляцию, а причинно-следственная связь устанавливается с вот этим, ну, то есть показатели спроса на газ и индекс промышленного производства имеют четкую взаимосвязь. Все. Притом этой взаимосвязи тогда не было. Вот в десятые годы. Вот как-то так. То есть здесь невозможно спорить с мнением, которое Миллер высказывал, ну, потому что оно, по сути, демонстрирует такую самоочевидную вещь. Есть ли проблемы? Да. Если из Европы приезжает не последний человек, пусть это не топовая страна, не крупнейшая экономика, но это как бы министр иностранных дел государства, члена Европейского Союза. Он приезжает и говорит, да, ребят, вы знаете, ну как-то вот не сказать, что опа, ну вот как-то вот, знаете, все равно неприятно. Вот текущая ситуация неприятно пахнет. Вот. И он сам отсылает к вопросу о надежности энергопоставок, о фундаментальном значении энергопоставок из России. Это не Миллер такой, давай, Петер, давай, расскажи, что без наших поставок всем кирдык. Но это как-то само по себе было бы бессмысленно. Тем более, что Сиярте, ну, в этом плане не одинок. И в самой Венгрии, и ряде соседних стран. Там, может быть, не так смело некоторые высказывают свою позицию. Но в общем и целом, если мы почитаем какие-то интервью, высказывания, ну, то есть не только вот сконцентрированные на российской тематике, а просто на экономической тематике Европейского Союза, почитаем высказывания либо ответственных там министров, либо представителей энергетических компаний, они так или иначе периодически высказывают мысль о том, что, ну, вы знаете, как-то вот надежность энергопоставок, она несколько страдает. Некоторые Россию ругают при этом, конечно. Но, тем не менее, текущая ситуация, она вот такова, да, надежность поставок была подорвана во всех смыслах этого слова. Смотрим на Северный поток пристально и такие, к чему этот мой каламбур? Что касается дна, от которого мы оттолкнулись, то речь идет о следующем. Во-первых, в текущем году добыча газа в России составит где-то 668 миллиардов кубических метров по итогам текущего года. Это больше, чем в 2023 году. И
При этом и внутренний спрос вырастет, и экспорт вырастет. Конечно, экспорт не вырастет до тех показателей, которые были там в 2021, в 2019, в 2018 году. Но, тем не менее, экспорт вырастет до показателей, которые будут выше показателей прошлого года. То есть дно для нашей газовой отрасли дном был 2023 год. Но еще раз обращаю внимание, у нас внутренний спрос растет. Внутренний спрос растет, и он является определяющим. Сейчас 75% всего газа, который добывается в стране, идет на внутренний рынок. И то есть, если у вас увеличивается внутреннее потребление, то все нормально, и добыча газа растет. Притом, если мы посмотрим на прогноз по экспорту газа, по суммарному экспорту газа, то мы увидим, что в итоге показатель будет, ну, примерно на 100 миллиардов кубических метров меньше показателя, скажем, 2021 года. Опять же, если мы берем суммарный экспорт газа. Ну, как бы меньше и меньше. Чего тут бухтеть? Последнее, что здесь хочется сказать про цены, потому что вопрос о ценах неизбежно возникает. Там некоторые люди бегают. А мы в Китае за бесценок газ продаем. В Китае мы продаем газ с привязкой к нефтепродуктам. Совершенно другая модель ценовая, чем та, по которой мы продаем газ в Европу. В Европу мы продаем газ с привязкой к бирже. Биржа европейская, там свои колебания. Вот знаете, когда у вас $450 на бирже, то значит через квартал, если в среднем 450 будет, вы будете по 400-450 продавать, собственно говоря, этому потребителю. А если у вас привязка к нефти, и нефть вот стоит как сейчас, то значит вы будете продавать там где-то $270-280 за 1000 кубических метров. Да, разница будет. Но если вдруг на бирже котировки пойдут вниз, что уже бывало, просто многие не помнят, для многих газовый рынок, он в 2022 году появился. На самом деле он существовал до 2022 года, поверьте, пожалуйста. Так вот, иногда, знаете, бывает, что на биржах котировки ниже, чем цена газа, который продается с нефтяной привязкой. Поэтому у нас, будем считать, такая диверсификация по ценовым моделям происходит. Вот, как-то так, дорогие друзья, выглядит эта ситуация. Поэтому, да, в Европе проблема именно в том, что индекс промышленного производства снижается, и проблемы у промышленного производства вполне очевидные, которые проговариваются представителями, даже бог с ним, с Алексеем Борисовичем, тут неважно его мнение, что, он, понятно, он за «Газпром», он за наш газовый рынок, послушайте, что говорит представитель Евросоюза. Не ангажированный, как Урсула фон дер Ляйен, у которой политическая карьера держится на вот этой истерике вокруг России и плясках вокруг России и Украины, а на человеке, который заинтересован в повышении конкурентоспособности своей страны, в частности, и Евросоюза в целом. Вот. Послушайте, и он почему-то говорит то же самое. Да, ребят, как-то вот плохо все. При этом, что наш газовый бизнес, наша газовая промышленность, она одна толкнулась. И в первую очередь за счет роста спроса внутри страны, который продолжает увеличиваться. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Там собираемся и будем решать, куда двигаемся. Ссылка на него в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш продукт в условиях текущей турбулентности. Спасибо, до новых встреч. И, дорогие друзья, если вас не затруднит, если вы особенно нас смотрите на ВК, проявите некоторую активность, тут какой-нибудь комментарий оставьте, лайк поставьте, там, в общем, поставьте какую-нибудь реакцию, потому что загрузку ВК-аудитории мы хотели бы увеличить. Тем более, что ВК, он все-таки не подпадает ни под какие ограничения, тьфу-тьфу-тьфу, а наоборот, семимильными шагами развивается. На сегодня все. Всего хорошего.